Всем привет, меня зовут Веруша, давно не виделись, и сегодня я буду рассказывать мотивирующую историю одного уникального человека. Его называют человек со сверхспособностями. Его сила духа вдохновляет и вдохновила уже многих людей по всему миру. У него есть подкаст с Джо Роганом, и когда я слушала этот подкаст, я поймалась на мысли, что я просто нажала на кнопку телефона, и мне захотелось, я остановилась, сделала паузу, и мне захотелось выбежать из квартиры и просто бежать и как-то себя проверять, на что я способна. Вот такая вот история. Это Дэвид Гоггинс, и у него есть книга «Не может навредить мне», она стала популярна по всему миру. Это биография, где он рассказывает, как он буквально с нуля, рассказывает свою жизнь, как он с нуля, вот без внутреннего стержня, без каких-то целей, вот просто он никакой, стал вот таким вот, как его называют, сверхчеловеком. И я хочу перед началом сказать, что все-таки я перед собой не ставлю задачи рассказывать биографию как-то очень четко или долго. Я хочу больше сконцентрироваться в своих видео на то, как человек достиг этого успеха, как он себя мотивировал, что он себе говорил, что он делал, что предпринимал. Почему я записываю такие видео? Потому что я очень надеюсь, что такие видео могут помочь вам быть, например, таким спусковым крючком к тому, чтобы вы тоже начали действовать. И такие истории жизненные дают понять, что мы сами не знаем, на что мы способны, и человек может реализовать много планов и достичь многих целей, если будет действительно верить в себя и мотивировать себя на то, чтобы не останавливаться, идти вперед и только вперед. И я начну чуть-чуть пробегусь по его биографии. Он, как он сам говорит, если бы он лежал на диване, то он бы так и не понял, на что он способен. И вот до какого-то времени он весил 135 килограмм. Вообще детство у него было довольно сложным, как часто это бывает у успешных людей, которые достигли чего-то. Детство такое непростое. И у него был папа, который мог поднять руку и на него, и на маму. Он работал сутенером, что является не очень достойной профессией. И, в общем-то, там заставлял ночью работать его и так далее. Вот. И он был абсолютно таким сломленным ребенком, без, как я уже сказала, внутреннего стержня, без каких-либо таких суперцелей. И когда он уже весил порядка 135 килограмм, кушая пончики и запивая все это там газировкой, он спросил себя, а что дальше будет с моей жизнью? И увидел объявление, то есть вот этот вот момент, когда он стал задумываться, что, наверное, что-то нужно менять. И он увидел объявление, набор в армию, морским котиком. Морским котиком, надо сказать, что это довольно сложно, это должна быть очень сильная физическая подготовка. Конечно, с его весом 135 килограмм, а это было, не то, что нереально, это все-таки реально, это случилось. Но когда он говорил, что он весит столько-то, там обрывали телефон и говорили, что вы не подходите. И он за 3 месяца сбросил 48, по-моему, килограмм, что-то такое. Он начал тренироваться, он поставил себе цель, он с каждым днем все больше и больше увеличивал себе тренировки, нагрузку, и попал все-таки в эту армию, то есть он там стал каким-то, не помню, какой там по цифрам, то есть это прям вот очень круто, что он там стал вот морским котиком, темнокожим, там, грубо говоря, 16-м, я точно не помню. Вот, то есть это вот прям очень такой довольно выдающийся результат. И потом он позвонил и записался на марафон. И он позвонил там в среду на марафон, его называют ультрамарафонцем. Ультрамарафонцы, они чем отличаются от обычных марафонцев? Они преодолевают очень сложные
очень, очень сложную дистанцию. И у него была, то есть сначала он записался на марафон там в среду, а в пятницу уже был сам этот марафон. Он абсолютно без какой-либо подготовки, вообще без всего. Он прибежал, по-моему, если не ошибаюсь, там 6-м или что-то такое. То есть люди просто там были вообще в шоке от такого результата, без какой-либо подготовки. То есть это вообще на грани фантастики. И потом он уже был на марафоне в долине смерти, где ты бежишь какое-то нереальное количество километров, сколько-то там, не помню, 22 часа или что-то такое, или 18, я уж точно не помню. Ну, то есть можно, да, себе представить. И потом ты по изнуряющей жаре бежишь, и финиш, он на горе. То есть ты еще и на гору должен забраться. Ну, то есть это вообще вау. Вот, и он все это преодолел и тоже там каким-то прибежал, тоже там, ну, вот 6-м, по-моему, он все-таки вот на этом марафоне пробежал. Ну, я не буду вдаваться прям точно в цифры, в подробности, но тем не менее, то есть он этим всех шокировал. Как это возможно так, что человек без какой-либо физической такой подготовки, люди к марафону готовятся там за полгода, а здесь вообще вот с нуля человек, который до этого вообще никогда не бегал. И вот если послушать и почитать его книгу, можно понять, что вот его фразы, как он сам говорит о том, что он как бы его история жизни, она довольно простая, вот на первый взгляд. Это похудел, записался в армию, добился успеха. Но за этим стоит просто каждодневный и изнуряющий труд. И он сам себе сказал, что я должен это сделать. Сам смотивировал себя и сам этого добивался. Он поставил себе цель быть лучшим. Мне очень понравилась фраза, это доказывает то, что наш образ мышления, он помогает нам, и в первую очередь именно наш образ мышления должен поменяться, то есть в нашей голове что-то должно поменяться, или мы должны себе установку сами в голове сделать, и тогда все изменится. А также он в книге говорит о том, что нужно идти в трудности, нужно их не бояться, и тогда ты очень быстро узнаешь, кто ты есть на самом деле. Также он говорит о том, что он должен был страдать, и вот из-за этого такого тучного, закомплексованного парня он поставил себе цель стать одним из лучших на Земле. И по сути, как он сам пишет в книге, он должен был стать, кого не существовало. То есть он стал тем, кого не существовало вообще. Он себе придумал это в голове, и это реализовалось. И это очень круто. Также он говорит, что человек может побороть боль. И давайте представим, как мы себя ведем в спортзале. Мы же себя жалеем. Человеку свойственно себя жалеть. Где-то вес чуть-чуть поменьше, если мы уже чувствуем, что где-то тяжело. То есть вот эти вот какие-то подходы, которые вот когда уже тяжело, говорят, что лучше сейчас еще один подход сделать, чтобы было еще тяжелее. Но мы можем его уже не делать, потому что жалеем себя. Будет больно, будет не очень комфортно. И здесь вот как раз вот это вот преобладание над тем, чтобы жалеть себя и просто взять и сказать: действуй и делай. И он как раз через боль, через страдания, он преодолел это все. Есть такая интересная фраза: на войну идут 9 солдатов, и только один из них воин. Это говорит о том, что только один человек из такого количества может делать работу на 100%. И я хотела бы сказать вам о том, что вы можете быть таким человеком, если вы сами себе скажете, что я этого действительно хочу. Ну и вот такая вот история Дэвида Гоггинса от человека, у которого не было никаких целей, он везде сдавался, он ни за что не боролся, у него ничего не получалось, от человека, которого называют человек со сверхспособностями, который преодолевал боль, который
ставил себе вот такие грандиозные цели, грандиозные в плане личности, в том, чтобы стать лучшим, быть одержимым своей идеей, и у него это получилось. Эта история еще раз доказывает, что и в любом возрасте, в любой момент можно просто себе сказать, что я этого хочу, и идти и добиваться того, что вы хотите. Не стоит опускать руки, и не стоит ставить на себе крест или продолжать сидеть и лопать пончики, запивая газировкой. Я очень надеюсь, что эта история вас заинтересует и каким-то образом может помочь в жизни понять, что все в нашей голове, и мы сами устанавливаем себе рамки, ограничения, и на что мы способны, мы можем узнать только когда примем какое-то решение что-то делать, действовать и чего-то добиваться. И, конечно же, здесь только мы сами, больше никто не придет и не сделает ничего за нас, только мы, каждый сам за себя, и каждый сам решает, что ему делать: сидеть на диване и лопать пончики или браться за себя и действовать. Спасибо большое за просмотр, до новых встреч, пока.